Друзья, всем привет! Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня будем готовить тирамису. Известный, популярный, любимый многими десерт. И я покажу, как его можно приготовить очень просто и очень быстро. Приступаем. Итак, у меня здесь 250 грамм жирных сливок. У меня 33% жирности, и это минимум. Надо брать от 33% и жирнее. Теперь главный момент, они должны быть очень холодными, то есть хорошо охладите ваши сливки. Так, теперь добавляю сюда 3 столовые ложки сахара. И 2 грамма ванилина для аромата. Кстати говоря, венчики тоже можно хорошо охладить, тогда сливки будут хорошо и довольно быстро взбиваться. Взбиваем наши. Вот, друзья, вот так вот. Теперь беру сыр маскарпоне. Вот такая красота у нас получилась. И пока оставляем наш крем в сторону. У меня здесь 200 мл крепкого кофе. Теперь берем форму. Конечно же, печенье савойярди. Куда же без него приготовление тирамису. Берем печенье и окунаем в кофе. Ребята, буквально вот так. Раз. Все, не надо его там вымачивать, потому что печенье савойярди имеет очень пористую структуру, они буквально как губка и моментально себя все впитывают. И буквально по секунде с каждой стороны. И плотно укладываем на дно формы. Печенье уложила и сверху покрываем нашим кремом. Слой крема есть. И сверху опять укладываем печенье савойярди. Слой печенья готов. И сверху опять покрываем слоем крема. Я буду делать сейчас крема поуже, потому что еще будем отсаживать крем волнами. Вот таким слоем уложила крем. Что есть? Берем кулинарный пакет. У меня кулинарного пакета нет, я беру обычный и перекладываю крем. И вот так вот отсаживаем. Друзья, ну что, отсадила крем. Кстати говоря, если хотите, можно просто оставить ровную поверхность, будет тоже очень-очень симпатично, особенно если потом уже в конце сверху украсить какими-нибудь ягодами или фруктами. А я накрываю всю эту красоту пищевой пленкой и убираю в холодильник. Можно убрать на 2 часа, если у вас нет больше времени. Я же уберу на всю ночь и встретимся с вами завтра. Продолжим. Друзья, наш тирамису постоял в холодильнике, хорошо так постоял, настоялся, печенье пропиталось. И давайте его сейчас украсим какао и посмотрим, что у нас с вами получилось. Украсили какао тирамису. Какао лучше украшать в самый последний момент, потому что оно очень сильно впитывает влагу и некрасиво будет. Так, ну что же, самое время попробовать. Друзья, смотрите, какая красота у нас получилась. Печенье мягчайшее, это просто как бисквит, пропитанный, влажный. Ну что, давайте пробовать. Смотрите, какая
Божественно, друзья, просто божественно. Необыкновенно нежно. Нежный, пропитанный. Очень-очень вкусный, сбалансированный. Ну что тут говорить, тирамису любит весь мир. И я его люблю тоже. Показала, как приготовить тирамису дома. Очень просто и очень быстро. Готовьте, пробуйте, пишите ваши отзывы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.